Мне задали вопрос о том, вызывает ли кето заболевание почек. Я хочу снять отдельное видео на эту тему, потому что это просто смешно. Во-первых, кетогенная диета очень естественна для организма. Я считаю, что она была самой первой диетой человека, и наш организм к ней привык. Для организма топливо на кетонах лучшее. Есть заблуждение, будто кетогенная диета — это высокобелковая диета. Конечно, белки в большом количестве могут навредить почкам и печени, но это не высокобелковая диета. Всего 85-170 грамм белка за прием пищи. Это не очень много. Кетогенная диета — это низкоуглеводная диета, что очень полезно для почек. Много углеводов очень вредно для почек. Много сахара тоже вредно для почек. Взгляните на диабетика. Обычно у него проблемы со зрением, с нервной системой и в итоге с почками. Обычно все заканчивается диализом почек, потому что такое количество сахара почкам очень вредит. Высокие углеводы разрушительны для почек, низкие — безопасны. У диабетиков есть состояние, которое называется кетоацидоз. Это значит, что pH кетонов, и это очень нездоровый кетоз, совершенно не тот тип кетоза, о котором говорю я. Это скорее побочный эффект, потому что организм сжигает белок и превращает его в кетоны, а pH становится очень-очень кислым. Но не беспокойтесь об этом. Если вы активно практикуете кетоз, просто сокращая углеводы, и у вас нет диабета первого типа, то я рекомендую есть много овощей, чтобы получать калий, потому что калий хорошо защищает почки. Но если ваши почки полностью отказали, и вы ходите на диализ, тогда вам не стоит есть много белка, так как вы не сможете его весь использовать. Это другая ситуация. Но в целом калий очень полезен для почек. Рекомендую съедать от 7 до 10 стаканов овощей с кето-диетой, чтобы защитить почки и дать им нутриенты. Другая проблема кето — это повышение мочевой кислоты. Этого не случится, если есть много овощей, но у некоторых людей могут возникнуть мочекислые камни, подагра, просто из-за недостатка овощей в рационе. Нам это не грозит. В последнее время по всему миру участились случаи заболевания почек неизвестного происхождения. И я действительно считаю, что всему виной ГМО-продукты. Я оставлю внизу ссылку, чтобы показать связь между глифосатом и его влиянием на почки. Им нужно вывести его из организма, не говоря уже о печени. Так что, если вы хотите защитить почки, кето — это замечательный способ. Во-вторых, интервальное голодание. В-третьих, ешьте много овощей. И в заключении, избегайте ГМО-продуктов с глифосатом. Про это еще ничего не известно. Не будьте подопытным кроликом в этом ГМО-эксперименте, который над нами проводится. Спасибо за просмотр. Вам понравилось это видео? Напишите в комментарии, что вы думаете.